Друзья, представьте такую ситуацию. Выросла хорошая трава, скосить бы ее на сено, но есть нюансы. Косолитовки теперь редкость, а обычные диски для триммеров измельчают траву так, что не берут виллы. Некоторые делают, как я их называю, виллоотвалы, но с такой приблудой падает скорость и удваиваются затраты. Купить инновационный диск от Husqvarna, так он стоит как крыло самолета. Вам это знакомо? Я долго искал решение и нашел его, вернее сделал. Сегодня продемонстрирую 4-лучевой диск-самоделку, который тоже косит любую траву от газонной до бурьяна выше пояса, но секрет самоделки в том, что диск укладывает скошенную траву в аккуратные волки без виллоотвала и не хуже, чем диск от Husqvarna. Никакого измельчения, которое портит сено. Представьте, скосил участок, трава сразу уложена для сушки волки, словно косил литовкой, а ты даже не вспотел. Это идеальное решение для тех, кто занимается заготовкой сена на зиму, для скота, кроликов, подстилку птицы и для хранения овощей и фруктов вроде яблок. Размеры и чертежи добавлю в конце видео. Как он это делает, спросите вы. Секрет в уникальной форме и только. Да, он тяжелее заводских, целых 434 грамма. На что диванники будут говорить, что такой вес убьет редуктор. Спешу вас успокоить. На практике он раскручивается плавно, а благодаря массе и форме, как танк продавливает самую гущу, не теряя оборотов. И его балансировка ничуть не хуже, чем у других дисков. Где доказательства? Смотрите дальше. Я покажу, как его делал, проведу серию тестов, и вы удивитесь, насколько это эффективно. Почему не оправдали себя недорогие диски, в том числе и аналоги, имеющие сходство с диском от Husqvarna? Заводские диски на 2, 3, 4 луча косят густую траву? Да, но приличный процент превращается в мульчу, непригодную для заготовки сена. К тому же они не укладывают траву в волки. Вилоподобные отвалы – это дополнительный вес и нагрузка на руки. Косить можно только в одну сторону, словно литовкой, вправо и влево не покосишь. В результате вы тратите в 2 раза больше времени, в 2 раза больше сил, в 2 раза больше бензина, и ресурс триммера снижается вдвое. Если говорить о дисках с победитовыми напайками, то я их больше не покупаю. Напайки отлетают, цепляя небольшие камни по паре за раз, но основная масса зубьев облысела на кустах с лозой. Причина в том, что диск очень тонкий, напайкам тупо не за что держаться. Но для кустов лозы и канадского клена 6 лет назад я сделал диск-самоделку на 8 зубьев и очень удачный. За основу взял старый убитый диск по бетону от шовнорезчика или бензореза. У них, как и у триммера, посадочное отверстие такое же, и с помощью трафарета сделал простенький диск. За это время он пережил не одну встречу с камнями, зубья аж заворачивались в обратную сторону, отрихтуешь, подваришь, и он опять как новый. Выкосил за это время все кусты. Неубиваемый диск. Его достоинство – толстый, прочный металл, вдвое толще диска с напайками и большая сплошная площадь. Это ключ для укладки сена в волки. Он долгое время лежал без дела, поэтому решил его изменить. Лучи вырезал из бракованного кухонного топорика. Да, это один из тех, которым я рубил металл. Закаленную сталь резать и точить сложно, зато она почти не тупится при кошении. Лучи сделал чуть больше, чем у пильного диска. Разметил, снял лишнее. Сложил несложный пазл на старом тормозном диске для ровности, для устойчивости прижал магнитным уголком. Прихватки делал полуавтоматом. Чтобы основательно обварить, с обратной стороны сделал пропилы. Затем все то же самое повторил и с другой стороны. Ни один луч не отлетит, гарантирую. Видно, что диск от сварки не повело. Позже провел серию тестов, биения тоже нет. Если вы считаете, что вес в 434 грамма это много, то похожий диск Husqvarna весит даже больше.
Бюджетные ножи полегче. Трехлучевой, когда был новым, весил где-то 220 грамм. Видно, что ему в свое время досталось. Диск, который теперь без напаек, когда был новый, весил где-то 300 грамм. Переходим к испытаниям на практике. Снимаем катушку. Установка диска занимает пару минут. Ставим диск, прижимаем хитрой шайбой, ставим чашку, которая контролирует высоту скоса, и закручиваем гайку с обратной резьбой. Если трава высокая, защита будет мешать, поэтому лучше ее снять. Диск разгоняем плавно, центробежная сила помогает. Нагрузка на подшипник редуктора равномерная. На густой траве, как говорил ранее, он не сбрасывает обороты, а прет как танк за счет центробежной силы. Легкие диски на его месте будут буксовать, нагружая подшипник редуктора с одного края. Балансировку для дисков УШМ и триммеров никто не делает. Есть старые таблицы с допусками для дисков УШМ, допуски там идут аж на десятки грамм. Тем не менее, я проверил его дедовским способом, прямо на триммере с помощью угольника. Все лучи одного размера. Если отклонение и есть, то не больше, чем на пару грамм. Для триммеров продаются заводские щетки для плитки. Вот там на каждой второй щетке вы сможете столкнуться с настоящей разбалансировкой. Что касается этого диска, повторюсь, вибрации нет от слова совсем. Леской я обкашиваю участки у заборов, стен и рядом со стволами деревьев. На густой траве леска делает пропуски, двигатель не тянет и приходится проходить чуть ли не по 2-3 раза. Диск-самоделка срезает все с первого раза. Скорость кошения по сравнению с леской минимум в 3 раза выше. Я говорю о высокой траве, а не о газонной. И смотрите, как косит диск-самоделка. Косите направо, трава ложится под нож, косите налево, собираете ее в аккуратный волок. Косить таким диском намного легче физически и морально, потому что не приходится бороться с инструментом. На испытаниях косил траву от самой мелкой, которую даже леска не берет, до настоящего бурьяна. Выкосив бачок бензина, не устал. С тем же энтузиазмом мог бы смело выкосить еще 2-3 бачка. Пару раз цеплял пеньки от лучи, торчащие из земли. Но диск, как видите, в порядке. Лезвия из закаленной стали почти не затупились. В общем, мое мнение, диск с такой формой должен быть у каждого владельца триммера, и особенно среди тех, кто занимается заготовкой сена для различных целей. Поставь лайк, если согласен со мной. Основные его размеры озвучу сейчас, а трафарет с диском найдете по ссылке в описании под видео. Вам всего-то и нужно распечатать его на принтере, вырезать подходящий контур, наклеить на диск и обрезать лишнее. По размерам: посадочное отверстие 25,4 мм, диаметр основного тела диска 180 мм, расстояние между самыми высокими точками на лучах 235 мм. Если кто-то захочет увеличить лучи, скажем, до 250 мм, то триммер потянет, но тогда и тело диска вам придется увеличить со 180 где-то до 192,5 мм. Если это не сделать, диск будет перемалывать какой-то процент травы в мульчу. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.